Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться еще одним рецептом заготовки на зиму. Это вяленые сливы. Покажу, какие специи добавляю я. Для вяления я взяла обычные сезонные сливы. Их нужно вымыть и обсушить. Делим сливы на половинки и удаляем косточки. Лучше сливы резать перпендикулярно впадинке, тогда косточки проще извлекаются. Вялить сливы я буду в электросушилке, поэтому укладываем половинки на поддон и срезом вверх и близко друг к другу, так как во время сушки сливы значительно уменьшатся в размере. У меня на канале есть еще рецепт вяленых помидоров и других заготовок на зиму. Ссылочки оставлю в описании. Теперь сливы нужно немного посолить. У меня такая крупная розовая соль в мельнице. Если вам интересно, что еще я привожу из Турции, посмотрите мой видеообзор. Ссылочку тоже оставлю в описании. Далее посыпаем сахаром. Сахара нужно немного больше, чем соли. Еще добавлю немного черного молотого перца. Также посыпаем смесью итальянских или прованских трав. Вообще итальянские травы и черный перец можно добавлять сразу в банке, но я люблю, чтобы сливы во время вяления уже напитывались этим ароматом. Теперь ставим поддоны друг на друга и включаем электросушилку. Я вялю при температуре 60 градусов. Теперь у нас есть время простерилизовать банки и прокипятить крышки. Еще нам понадобится чеснок, его нужно мелко нарезать. Я нарезаю обычно такими полосками. Тем временем сливы завялились. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Сливы я вялила немного больше, чем 12 часов. Время вяления во многом зависит от размера и сочности самих слив. Сливы должны получиться высушенными, при этом эластичными. Посмотрите, дольки хорошо гнутся. Теперь на дно баночки укладываем немного чеснока и плотно укладываем вяленые сливы. Где-то в середине можно еще положить чеснок и добавить немного острого перца. Затем до верха укладываем сливы и сверху еще немного чеснока. Теперь все это заливаем разогретым оливковым маслом. Можно брать и обычное подсолнечное, но обязательно рафинированное. Далее затягиваем горячей крышкой, переворачиваем баночку и оставляем до полного остывания. Важный момент: масло должно быть горячим, но не кипящим, оно не должно дымиться. Если вы зальете сливы кипящим маслом, то они сразу же сгорят. Из 1 килограмма 900 грамм слив у меня вышло 3 баночки объемом 250 мл. Отлично хранятся такие вяленые сливы в прохладном месте, я их храню в холодильнике. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал, здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!